Привет, друзья! Сегодня в Германии произошло несколько важных событий, которые могут коснуться жизни многих людей. Что изменится на железных дорогах между Берлином и Гамбургом на ближайшие 9 месяцев? Почему государственные долги страны снова бьют рекорды? И что это означает для бюджета? Как растущие цены на аренду и недвижимость влияют на жизнь в больших городах? И почему новая торговая сделка с Соединенными Штатами Америки стала испытанием для экономики и лично для канцлера Фридриха Мерца? Разберем эти темы по порядку и посмотрим, что скрывается за сухими цифрами и официальными заявлениями. Тем, кто хочет следить за событиями в Германии и Европе, можно просто нажать кнопку «Подписаться», тогда новые выпуски не потеряются. Итак, с вечера 1 августа начинает работу масштабная генеральная реконструкция железнодорожной линии между Берлином и Гамбургом. На 9 месяцев до окончания апреля 2026 года движение по основной трассе полностью остановят. Важно, ежедневно здесь курсирует около 470 поездов, в том числе до 30 тысяч пассажиров дальнего следования. И еще внимание, в региональном сообщении большое число маршрутов отменят или оставят лишь частично действующими. На замену запускают около 27 автобусных маршрутов, задействовав более 200 новых автобусов с Wi-Fi и USB. На данных рейсах также предусмотрены автобусы с туалетами. Оперативная база объясняет срочность работ устаревшей инфраструктурой и, внимание, сигнальные пункты все еще работают на дискетах. Линию ждет полное обновление свыше 180 километров путей, около 200 стрелок работы на 28 станциях в 5 федеральных землях, новые участки обгонов. Ожидать существенного улучшения пунктуальности сразу после окончания ремонта эксперты не советуют, вероятно, потребуется еще несколько крутых реконструкций. Сейчас лишь около 57% случаев дальнего сообщения проходят без значительной задержки, а целевой показатель, кстати, должен быть 65-70%. А дальше новость о том, как увеличились государственные долги Германии и какие суммы теперь необходимо выплачивать. К концу 2024 года государственные долги страны достигли нового рекорда. Общий объем задолженности превысил 2,51 триллиона евро. Это означает, что на каждого жителя приходится теперь около, внимания, 30 062 евро, что на 669 евро больше, чем в конце года ранее. Это впервые превышена отметка в 30 000 евро на человека. Основную часть долга несет федеральный бюджет, примерно 1732 миллиарда евро, что эквивалентно 20 748 евро на каждого жителя. Долг региона увеличился, внимание, до 607,3 миллиарда, то есть примерно 7273 евро на человека. Самыми высокими показателями задолженности на душу населения отличается город-штаты. В Бремени около 33 934 евро, в Гамбурге 17 571 евро, в столице 18 173 евро на каждого жителя. Это связано с тем, что такие города одновременно выполняют функции региональной и муниципальной власти. Среди обычных федеральных земель наиболее высокая долговая нагрузка на душу населения приходится на Саарланд – около 13 697 евро на человека. Дальше Шлезвиг-Гольштейн – 10 903 евро, тогда как самыми экономичными являются Бавария – 1353 евро и Саксония – 1482 евро. Что касается долгов на уровне муниципалитетов, они выросли на 10,3% за год и достигли 170,5 миллиарда евро, что составляет в среднем 2206 евро на жителя. Социальное страхование почти полностью избавилось от долгов, задолженность снизилась более чем на 70% и составляет лишь десятки миллионов евро, что при пересчете дает около 0,12 евро на человека. Эксперты предупреждают, с учетом медленного экономического роста и ожидаемых новых расходов, долговая нагрузка, вероятно, продолжит увеличиваться, если не будут приняты меры по снижению дефицита и стабилизации бюджетной политики. Дальше следующая новость касается последних данных в мире недвижимости.
Во втором квартале 2025 года аренда жилья в Германии стала еще дороже. Те, кто из вас арендует, наверное, уже знают. Средняя цена за новую аренду повысилась на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,8% по сравнению с предыдущими 3 месяцами. Особенно заметно рост продолжился в крупных городах, несмотря на небольшое снижение в прошлом году. Параллельно растет и стоимость недвижимости. Цены на квартиры выросли в годовом измерении примерно на 2%, а на частные дома на 3%. Даже по сравнению с первым кварталом года наблюдается увеличение. Плюс 1,9% для квартир и плюс 1,2% для домов. Согласно информации немецкого института экономических исследований, рынок стабилизируется после периода низких цен. Покупатели снова активны после нескольких лет спада, но рынок все же остается напряженным из-за недостаточного предложения. Ранее наблюдались более резкие изменения, аренда в годовом выражении ранее росла быстрее, но сейчас темпы замедляются, это отражает постепенное выравнивание спроса и предложения. Но, как ожидают аналитики, цены продолжат расти, дефицит жилья и недостаток новых построек мешают снижению цен, особенно в городах с высокой востребованностью. Таким образом, арендаторам в крупных городах жилье становится ощутимо дороже, а желающим приобрести собственное жилье сложнее из-за растущих цен при ограниченном выборе. А дальше самая важная новость на сегодня. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что после заключения сделки о пошлинах между Европой и США стало ясно, на деле это серьезный удар по национальной экспортной экономике. Такую оценку озвучил и сам канцлер Германии Фридрих Мерц. По новым правилам, подавляющее большинство европейских товаров будут облагаться пошлиной в размере 15%, что гораздо выше прежних ставок. При этом товары из Соединенных Штатов Америки поступают в Европу с минимальными тарифами. Канцлер предупредил, что это может существенно снизить конкурентоспособность производителей и повлечь серьезные последствия как для экономики, так и для потребителей. Он заявил, что эти меры могут повредить Европе и привести к росту инфляции и снижению объемов торговли в самих Соединенных Штатах. По его мнению, такая политика не отвечает интересам даже Соединенных Штатов. Со временем станет ясно, что они тоже проигрывают от подобных соглашений. Хоть сделка и была названа компромиссной, он признал, это максимум, которого удалось достичь в сложной переговорной ситуации. От имени правительства он выразил признательность представителям Европейской комиссии за усилия по достижению соглашения, отметив, что альтернатива на тот момент просто не была. Однако призвал не воспринимать этот результат как победу. Экспортные отрасли столкнулись с давлением, ростом затрат и потерей рыночных преимуществ. Президент отраслевых объединений также остался критичным. Даже 15% тариф – это значительная финансовая потеря для многих производственных компаний. В результате возможность снижения доходов, рост сложностей в цепочках поставок и необходимость пересмотра стратегии развития. И еще одна очень интересная новость – это рейтинг канцлера Фридриха Мерца. Я вам каждую неделю сообщаю, какие произошли изменения. Итак, согласно последней социологической волне, блок ХДС-ХСС снова обошел альтернативу для Германии, набрав примерно 26%, тогда как альтернатива для Германии остается на уровне 25%. Это возвращает ХДС-ХСС на первую строчку после недели паритета, но отрыв минимален и сомнений не снимает. Одновременно растет число недовольных работой канцлера. Лишь около 33% респондентов заявили, что довольны его действиями, в то время как примерно 63% выразили неудовлетворенность. Особенно высокая доля недовольных среди жителей востока страны, где она составила около 71%. Этот сдвиг прошел после заметной ситуации с назначением новых судей в Конституционный суд. Это событие, которое повлияло на восприятие руководства и снизило доверие в партийном рейтинге. Хотя культовый отрыв помогает ХДС-ХСС сохранить лидерство, подобное положение берет начало в продолжительном падении рейтинга. На фоне продолжающейся утомленности электората, политическими скандалами и слабой экономической динамикой результаты опроса звучат тревожно. Перспективы вновь сформировать устойчивую коалицию выглядят все менее очевидными,
особенно учитывая наличие сильного конкурента в лице альтернативы для Германии и растущую усталость избирателей от традиционных партий. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.